Главные новости этого дня. Вчера вечером в Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия погибла известная певица Хава Газахова. Сначала 35-летняя артистка оказалась в реанимации в тяжелом состоянии, однако сегодня утром, не приходя в сознание, скончалась. Известный советский и российский актер Иван Краско был срочно госпитализирован в Национальный медицинский центр Санкт-Петербурга и помещен в реанимацию. Предположительно, причина госпитализации – это последствия инсульта. На данный момент состояние здоровья Ивана Ивановича диагностируется как тяжелое. По словам медиков, сегодня утром у Ивана Краско начались галлюцинации. В последнее время у Ивана Ивановича Краско серьезные проблемы со здоровьем. Только за последний год он был госпитализирован дважды и перенес серьезную операцию на глаза. Сотрудники антикоррупционного комитета продолжают бороться за справедливость на территории Российской Федерации для пенсионеров разных категорий. В частности, на данный момент сотрудники комитета, известные артисты, актер Игорь Ливанов и певец Александр Новиков отстаивают интересы пенсионеров по возрасту в Ростовской области и в городе Сочи. Уже целую неделю известные артисты находятся с проверкой в данных регионах и пытаются добиться уменьшения стоимости жилищно-коммунальных услуг для работающих пенсионеров и пенсионеров по возрасту. По словам Игоря Ливанова и Александра Новикова, основная цель антикоррупционной проверки – это сделать жилищно-коммунальные услуги полностью бесплатными для людей почтенного возраста. Спустя полгода напряженной работы Следственному комитету Российской Федерации и команде Никиты Михалкова наконец-то удалось поставить жирную точку в деле о трагической смерти члена комитета и легендарного советского и российского актера Александра Ширвинда, который ушел из жизни весной этого года. В результате следственных работ и медицинских экспертиз достоверно удалось доказать, что смерть Александра Анатольевича Ширвинда наступила вовсе не из-за сердечной недостаточности, как говорилось ранее, а в результате отравления, которое произошло за несколько часов до кончины артиста. На данный момент по делу Александра Ширвинда на скамье подсудимых находится 8 известных публичных личностей. В основном это работники известных телеканалов центрального телевидения, которые виновны в смерти Александра Анатольевича. Зрители с большим стажем могут помнить, что Александр Анатольевич Ширвинд мечтал и планировал открыть собственный телеканал антикоррупционного комитета и радиостанцию. Однако недоброжелатели и враги антикоррупционного комитета решили помешать этой затее и устранить известного артиста. Стало известно, что виновникам смерти Александра Ширвинда грозит крупное уголовное наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Антикоррупционному комитету Никиты Михалкова и Следственному комитету Российской Федерации удалось помочь министру обороны Андрею Белоусову сохранить свое место и не уйти в отставку, а также наказать главного виновника заговора против Андрея Белоусова, бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Сергей Шойгу, который предоставил ложные компрометирующие документы против Андрея Белоусова и настаивал на его отставке, был арестован прямо во время важного совещания и был доставлен на личную беседу с начальником Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Помимо этого, с бывшего министра обороны Российской Федерации были сняты все звания, должности и государственные награды, а также у Сергея Шойгу началась повторная проверка его имущества и недвижимости,
которая дала шокирующие результаты. Стало известно, что у Сергея Шойгу, который на данный момент обвиняется не только в заговоре против Андрея Белоусова, но и измене родине, были обнаружены финансовые средства в размере более чем 100 миллионов евро и незарегистрированная недвижимость в ближнем и дальнем зарубежье. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова отправил повторную заявку Верховному главнокомандующему с требованием отправить Сергея Шойгу в следственный изолятор. Сегодня утром при въезде в город Нижневартовск неизвестные лица, которые были в штатской одежде, но представились сотрудниками полиции, остановили служебный автомобиль антикоррупционного комитета, в которой находились артисты Виктор Сухоруков и Раймонд Паулс, которые отправлялись в город Нижневартовск для антикоррупционной проверки. Через некоторое время Виктор Сухоруков и Раймонд Паулс перестали выходить на связь. На трассе был обнаружен автомобиль антикоррупционного комитета, однако в нем отсутствовали сами артисты и их личные вещи. На данный момент ведутся поиски Раймонда Паулса и Виктора Сухорукова. Недалеко от города Санкт-Петербурга произошло обрушение трехэтажного особняка, который принадлежит певице Валерии и ее супругу, музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину. По данным прессы, в доме певицы Валерии шел плановый ремонт. В результате обрушения особняка пострадали 2 рабочих строительной бригады. Во время чрезвычайного происшествия певица Валерия и Иосиф Пригожин отсутствовали дома. Одна из причин печального события – это возраст особняка, ведь певица Валерия построила этот дом еще в 1991 году. Сотрудники антикоррупционного комитета, известные артисты Юрий Назаров и Игорь Скляр, перечислили личные финансовые средства в размере 9 миллионов рублей в детский фонд борьбы с онкологическими заболеваниями Константина Хабенского. Надо отметить, что многие члены команды Никиты Михалкова по собственной инициативе на регулярной основе оказывают финансовую помощь медицинским предприятиям Российской Федерации. Пресс-служба комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса. В городе Архангельске во время проверки ночного клуба под названием «Черная луна» трагически погибли 3 российских артиста, 2 члена филиала местного комитета Николай Серафимов и Сергей Степанов, а также на данный момент считается погибшим, пропавшим без вести основной член антикоррупционного комитета, известный актер Анатолий Журавлев. По данным прессы, трагедия произошла в подвальном помещении ночного клуба. Артисты проверяли, как используются запасные помещения ночного клуба, и нарвались на неожиданную засаду. Позже стало известно, что ночной клуб в городе Архангельске под названием «Черная луна» являлся одним из самых злачных заведений в данном городе. По факту нападения на сотрудников антикоррупционного комитета возбуждено уголовное дело. К месту происшествия выехали представители Следственного комитета Российской Федерации. Сегодня у известного певца Николая Викторовича Баскова годовщина очень трагического события. Ровно год назад ушла из жизни мама Николая Баскова Елена Баскова, которая погибла трагически в результате обрушения балкона в доме Николая Викторовича. Событие произошло осенью прошлого года. Очень приятные новости поступили о актрисе Людмиле Нильской. Несколько дней назад мы сообщали, что известная актриса погибла, утонула в городе Сочи или является пропавшей без вести. Однако сегодня утром поступила счастливая новость. Сегодня утром Людмилу Нильскую нашли живой. У актрисы диагностируется сильное охлаждение, но она жива и находится в больнице. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.